Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Прямо сейчас со мной на связи, как всегда, по пятницам, украинский политтехнолог Андрей Золотарев. Андрей Владимирович, приветствую вас. Вечер добрый, Александр. Добрый вечер, зрители. Очень насыщенные пару дней, прям такие, бьют ключом по голове. Значит, что из последнего, из самого главного? Зеленский вышел с видеообращением, 10 минут рассуждал о гидности, достоинстве и свободе. Дата такая специфическая, да, 21 число сегодня, не только Михайлова чудо, но в этом своем обращении 10-минутном он вернул достаточно четкие посылы о том, что, значит, нам было тяжело, сейчас вообще тяжело, давят. Что? Кто давит? В общем, давят на Зеленского. Сегодня он созвонился с Макроном, Стармером и Мерцем. Как пишет пресса, не знаю, насколько это точная интерпретация. В общем, они будут поддерживать Украину. То есть Трамп в пролете со своим планом. А Зеленский делает игру красивее. Говорит, мы будем работать 24/7. Будем все ночами спать не будем. Но чтобы не потерялись среди 28 пунктов плана вот это таки гидность и свобода. Значит, это все будем обсуждать сегодня, потом там разговор с Венсом тоже очень интересный, потому что он тоже был при свидетелях генеральных. Вообще, конечно, американцы заслали погонных, и это прям очень интересно сегодня понять почему. Друзья, как всегда, обязательная программа, поставьте лайк этому выпуску, подпишитесь на Золотарева на YouTube, QR-код возле меня, возможность задать вопрос с выводом на экран и поддержать канал. Спасибо за суперстикеры, суперчаты, если работают, и, конечно, за хорошие, добрые комментарии под этим выпуском. Вопросы ваши зададим в самом финале, непосредственно из чата трансляции, а также те, которые заблаговременно вы оставили в сообществе YouTube, анонс нашей встречи, и в закрытом клубе зрителей Шелеста. Ну а начнем с опроса. Он такой. Чего вы ждете от ближайшей недели? Дедлайн же, День Благодарения. Значит, обвала фронта, падение режима и бегство Зеленского. Зеленский все подпишет, и война закончится. Закручивание гаек, эскалации везде, по всем фронтам. То есть сейчас самое страшное, самое темное время перед рассветом. Но будет ли рассвет? Вот вопрос. 4 варианта. Как бы вы проголосовали, Андрей Владимирович? Я думаю, что все-таки последний пункт, что, судя по всему, будут и проблемы с фронтом, будут и подписания, но впереди эскалация. И, судя по всему, Зеленский его обращение, о котором вы говорили, оно очень характерно в том плане, о чем писала лондонская Телеграф, о пороках украинского госуправления. Во-первых, это магическое мышление, это подмена реальных действий символическими жестами. И третье – это утрата связи с реальностью. Но здесь, если подвести черту, просуммировать вчерашние и сегодняшние заявления Зеленского, это все-таки стадия, он где-то уже на стадии принятия. И возможности попетлять, да, он будет петлять, он будет тянуть. Уже пошел антикриз такой, что план Виткофа – это полное фуфло, а, дескать, никто же не видел план Трампа, но я думаю, что и план Трампа не будет радикально отличаться от тех 28 пунктов. Не-не-не, подождите, то, о чем вы сейчас говорите, это действительно было на протяжении дня, даже Стерненко посылал на 3 буквы Виткофа, и, в общем, это все Витков, а к вечеру досмотрели, что... Ну, тут тоже такое, понимаете, значит, я просто поясню, русский язык и украинский, они похожи. Есть существенные отличия, но в принципе похожи. По логике, построению, словоприменению, похожи. Да, есть прямые переводы слов, они, конечно, отличаются, но вот как говорится или как надиктовываются, так похоже. Сегодня к вечеру разразились скандальным таким: смотрите, перевод на английский с русского. И там несколько фраз, предложений для таких знатоков английского языка. Прям очень интересно. Все вскрыли, ничего себе. Так это могли с украинского переводить. Вообще, если честно, вот эти 28 пунктов грамотные люди, когда почитали, так прикинули, что к чему. Ну, смотрите, если объективно, опять-таки, объективно смотреть, вот именно анализировать, то это выгоднее Украине.
это абсолютно меньше выгоды Кремлю, а выгода Украины. Потому что, значит, заходят большие дядьки, отстраивают нам все за свои деньги, Европу бреют на 100 миллиардов, а Россия там тоже вроде как должны, за счет активов ее, но мы же не знаем, как сторгуются за эти активы США и Российская Федерация при отмене санкций, возвращении в Г8, неважно. Короче, все как бы вот мы оставляем политическую систему, мы все оставляем, Зеленский остается и начинает править поствоенной Украиной. 100 дней как минимум до выборов, а там, гляди, и переизберется. То есть там такие пункты в этих 28, что явно как-то ноги с украинской стороны растут. Не заметили? Есть, конечно, и да, можно сказать, что это в полушаге от грозящей катастрофы останавливает страну. Ну, вот как раз я и говорил о том, что утрата связи с реальностью. Если бы положение на фронте было иным, если бы партнеры стеной консолидированно стали, тогда можно было, да, говорить, что это зрада, этот план абсолютно неприемлем, но глядя на реальное положение вещей, понимаю, что дальше все может быть хуже. И тут трудно не согласиться с Трампом, потому что то есть вы отдаете России то, что вы и так потеряете через войну, через кровь, новые потери. Поэтому я думаю, что тянуть, да, попытается Владимир Александрович тянуть, так где-то до саммита ЕС в декабре. Но это ж почти месяц. А Трамп выставляет жесткий дедлайн до Дня Благодарения. Но и прекрасно уже знает о том, что осведомлен о договороспособности и способности петлять украинской стороны. Поэтому будет, я думаю, последуют какие-то действия для того, чтобы вразумить Зеленского в этой ситуации, не только его, то есть чтобы охладить горячую голову. Я думаю, что и будут определенные действия и коммуникация с европейцами относительно того, чтобы все-таки куда начал звонить первым? Естественно, европейским партнерам. На них он и рассчитывает. Возможно, ему, да, нечто обещают, но, опять же, я особенно вот почитав эти пункты, исключаю вариант, что такие решатся на том, чтобы положить руку на российские активы. И с этим репарационным кредитом, я думаю, ничего не выгорит. А это значит, что с 1 марта Украина без денег. А без денег ты много не навалишь. Но вот таковы реалии. Андрей Владимирович, то, как подает Зеленский положение дел, то, как призывает объединяться, и, внимание, что важно, прекратить срач. Это... Прекратите. Это старая песня «Прекратите раскачивать лодку, крыс тошнит». Нет, подождите, если бы не было вчерашних там посыланий безуглой на 3 буквы, или что-то в этом роде, если бы не было вчерашнего общения, которое, понятное дело, в ключевых самых ярких моментах депутаты пересказали, слили, там, торганули записями какими-то, вот этими моментами, понятно, что все набивают себе цену. Но вы заметили, что по большому-то счету Зеленский дает понять, что он будет всех давить, душить. И вот его вчерашние слова, это вот кто, значит, против нас, тот за Россию. Значит, всех будем щемить, всех будем дожимать. Все слуги, по крайней мере, испугались. Такое создает, такая видимость. Здесь, конечно, еще варианты, что не испугались, а затаились. Но тут надо как бы... Да, это скорее, возможно, и испугались, и затаились. Проблема, Саша, в том, что вот в этой мешпухе буйных же мало. И по-настоящему, тем более харизматичных людей. Кто поднимет бунт на корабле? Того и повесит первым. Тем более, что Малюк, по-моему, на готове. Но посмотрим, будут ли действия в отношении НАБУ, в отношении депутатов, поскольку ясно, что там были определенные. Мокон не пришел, Кривошеев отказался без телефона заходить на встречу. Все равно, кажется, информация просочилась. Но так, объективно оценивая, в этой ситуации Ермак, Зеленский, абсолютно понимая, что свалить Арахами, они же анонсировали то, что поставят вопрос об увольнении Арахами,
посчитали, прослезились, увидели, что от силы там 10-15% поддержат такую идею от оставшихся зеленинцев. Вот. И, соответственно, приняли такое, оставить все как есть. Взбодрить, припугнуть, но, как говорится, Ермак остается и то есть, статус-кво сохранен. Ну, это, знаете, это такое, это откладывание проблемы в долгий ящик. Ну, об этом мы подумаем завтра. Вот, но завтра может оказаться еще более проблемным и тяжелым. Поэтому я думаю, что то, что задумывалось в отношении НАБУ, реализовать не получится. Ну и, собственно, будет, судя по всему, услышим новые сюжеты, услышим голоса. Не исключаю, что и э, те голоса, которые сделают такой сенсационный ход, сюжет, знакомый, хрипловатый голос, можем слышать. Не исключаю такой вариант. Поэтому все, как говорится, Миндич гейт не сдувается. Все идет, как говорится, по сценарию. Ну, похоже, что у Трампа в силах этот сценарий остановить. Или нет? Да, 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 да. Но у Трампа, у него за спиной очень серьезные проблемы. Ведь на этой неделе Конгресс проголосовал за обнародование документов по делу Эпштейна, чего страшно не хотел Трамп, из-за чего он поссорился с ну, такой американской версией Марьяны Безумной, есть такая Марджори Тейлор Грин, ярая Не-не, подождите, трампистка. она без справки. Ну, в этом может быть вся и разница. Но А, нет э, полностью здоровых, есть недообследованные, вы имеете в да, виду? есть всегда придуманы. Ну, явно такая фигура, как говорят психиатры, акцентуированная, радикальная дама. И как раз для электората МАГА, ну, трампистов, это очень чувствительный момент. И если там окажется засвечен Трамп, ну, это будет репутационная катастрофа. Но пока никакой сенсации не случилось. Там, правда, выскочило то, что лоббировали, чтобы Александра Вилкула пригласили на инаугурацию Трампа в 2016 году. Но это не, как говорится, это не тянет на серьезную новость. Ну, больше, как говорится, пока ничего сенсационного нет. Но проблемы в тылу нарастают. Экзистенциальная борьба с демократами не заканчивается. Тем более, что Трамп требует жесткача, жестких действий, в том числе в отношении демократов, которые подстрекают к противодействию вот этим рейдам силовиков по депортации нелегальных мигрантов. Поэтому там ему слишком затягивать, поэтому он торопится. Затягивать не хочет. Многие считали вот этот призыв к объединению Зеленского как к тому, что, ну, прям чуть ли не мобилизацию объявят всеобщую. Ну, Ага. мы же, Объединим, да. мы же в 22-м как Это- объединились. Сейчас тоже так же придется. Нет, ну, если там отминусовать работу там, профессиональных деколонизаторов, работу по там, религиозному раздраю в стране, ну, почему бы и нет. Ну, а так, на этом фоне, знаете, склеить то, что разбито, это такое, это сизифов труд. Ну, то есть вы считаете, что не поможет? Это декларация. Да, эта декларация написана хорошим спичрайтом. Возможно, Литвин, возможно, кого-то он еще подтянул, но красивые слова, но за которыми, опять же, нет реального содержания. Возможно, ужесточение мобилизации, что без финансовых ресурсов, что без развединформации, что без заморозкой поставок вооружений, что это даст? С лопатами, как Кулеба призывал, ну, а развединформация – это очень чувствительный для вооруженных сил момент. Ведь при всем желании ни Франция, ни Британия заместить работу 226 разведывательных спутников, которые работают на Пентагон и ЦРУ, они не смогут. У них всего 25 летает. Это мизер. Поэтому есть чувствительные точки. Это не только дело Миндича, но и то, что сейчас пытаются наши европейские партнеры купить для Украины, это же тоже может быть остановлено.
Даже несмотря на то, что за это заплачены деньги. Что означает пункт о выборах через 100 дней? Ну, Каких выборах? это опять же, ну, иногда вот возникает такое ощущение, что писали люди, которые не знакомы с нюансами украинского законодательства, или так, на коленке, благие пожелания. Поскольку через 100 дней при всем желании ну, можно провести имитацию выборов, но выборы, нормальные выборы провести нельзя. Я не раз говорил о том, что в нынешних реалиях тот избирательный кодекс, который, кстати, зеленинцы принимали с новосятами, он к жизни не приложим сейчас. Провести по нему выборы, грубо не нарушая закон, невозможно. А значит, надо принимать одноразовый закон о выборах. Ну, кстати, с этой позицией была солидарна и ну, куда более продвинутая в сфере права Марина Ставничук, как раз именно в сфере электорального права, которая от А до Я все знает. Она согласна была с этим мнением, что необходимо принимать одноразовый закон. А тут еще, как говорится, конь не валялся. Поэтому выборы через 100 дней это напоминает фантазию. Может быть, имел в виду президента, но и явно не одномоментно выборы президента, Верховной Рады и местных органов власти. Там же тоже сроки просрочены. Политико сегодня пишет, что его окружение Зеленского советует ему не идти на второй срок, на переизбрание, мол, не надо, ситуация такая, давайте. И активно там, скажем так, смотрит вдаль на Биг Бен в окно Залужный, напоминает о себе. Белецкий ну, вот, развешивает билборды о том, какой он отец и как мы воюем, чтобы жить. Не только билборды, громадные на здании вот, напротив Мининфраструктуры, там, третья штурмовая, там, ну, хороших денег стоит. Видимо, в белого вождя кто-то хорошо проинвестировал в этот роман. Ну, как профессионально, грамотно устраивается вот такая политическая реклама под видом социальной. Понимаете, в чем дело? Азов считался наиболее, ну, давайте так, агрессивной частью вообще этого противостояния. В пунктах Трампа, ну, опять, я все равно не знаю, мне кажется, что нам покажут какие-то пункты потом, и потом Зеленский отрапортует, скажет, я доработал, я победил, вот смотрите, теперь вот так. Это изначально какой-то черновик, причем я очень сомневаюсь, что там российская сторона сильно принимала участие. Мне почему-то, это мое впечатление, не знаю. Ну, так видится, по крайней мере. Там, наверное, с Украиной где-то чего-то, как-то. И, в общем, это все шоу, такой разыгранный спектакль, да, поэтому так вот наблюдаю. Набор многих пожеланий. Там очень много неувязок. Ну, сокращение армии на 40%. Смотрите, если брать от нынешней расчетной численности около миллиона, это порядка 600 тысяч. Ну, скажите, посмотрите, в Европе, пожалуй, только у Турции вооруженные силы так более 600 тысяч. А больше, ну, это более чем серьезно. Но, с другой стороны, любой, кто глянет по состоянию бюджета и нынешний ВВП, его структуру, сколько там заемных денег, прекрасно понимает, что Украина не потянет 200 тысяч на армию, как это было до войны. Вот. Может быть, речь идет от той численности, которая была, ну, там ни слова об этом. Поэтому вот ощущение того, что все писалось на коленке и там много фэнтези, но меня не покидает. Взять ту же Запорожскую АЭС, пока ничего близкого к этой позиции российская сторона не услышит. Ну, тоже как-то странно. Если Запорожская АЭС остается на территории подконтрольной России, ну, потому что там написано, что Херсонская, Запорожская на момент подписания вот так, да? И Трамп сегодня дал понять, что из Донбасса придется уходить, причем сделал это филигранно, говорит, не захочешь так уходить, ну, сейчас пройдет какое-то время, выбьют ВСУ из Донецкой области, ну и все. И сегодня есть там продвижение в Донецкой области тоже. Смотрите, это какая-то странная история. Ну, вот в этом отношении, то есть, ну, Запорожская атомная на российской стороне, но она под контролем МАГАТЭ, и 50 на 50 раздает электроэнергию туда и туда.
что-то подобное обсуждалось. Мы с вами обсуждали, я помню, летом, да, Да, летом. мы обсуждали, да. Но вот О потребности ферросплавного производства в больших объемах электроэнергии. Да, я помню. ну такая, простите, много воды утекло. Ферросплавного производства, считай, с гулькин нос. Мгм. Ну, как-то так. Тем не менее, Никополь, Криворожье, Днепр – это все-таки города, где какая-никакая промышленность осталась, и есть колоссальная потребность в электроэнергии. При том, что та же Приднепровская ТЭЦ, Днепрогэс, мы знаем о проблемах, они пострадали от ракетных ударов, а электроэнергия необходима. Ну, сейчас, допустим, в условиях войны, там, падения промышленного потребления налицо, но если речь пойдет о жизни после войны, потребности резко возрастут. Поэтому потребность есть, но, опять же, это напоминает мне какие-то благие пожелания, оторванные от реальности. Хорошо, но если мы попробуем сконструировать, ну вот, предположить, что через неделю Зеленский подписывает на День Благодарения, что-то подобное вот тому, что предстало сегодня перед нами. Может, с деталями, может, с нюансами. А что с ним дальше будет, как вам кажется? Ну, Владимиром Александровичем, да ничего плохого с ним не случится в нынешних реалиях. Пока он бразды правления удерживает, да, потихонечку началось разрушение конструкции власти. Ведь тут наша власть держится на понятийках, то есть э, но в отличие от героев сериала «Бригада», за все, что мы делаем, мы отвечаем вместе. Ну, все увидели, что это не так. Потому что при необходимости все как говорится, до последнего будут слиты. А это деморализующе действует, это разрушает круговую поруку. И не исключаю, что будем и дальше наблюдать процесс, как будут ложиться на измену все новые и новые вчерашние соратники. Ну, вот чего стоит заявление главы гуманитарного комитета. Ведь, по сути, он озвучил идею, которую продвигал Порошенко, о коалиции национальной едности и уряде национальной едности. Но что «Слуга народа» заговорил голосом Порошенко, знаете, я в чудеса не верю. Я верю в то, что, скажем так, в магическую силу зеленых аргументов, когда или обещание не оставить, как говорится, в будущем без мандата того или иного представителя, идущей на дно политической силы. Вот это я верю. Возможно, как говорится, ради светлого будущего, возможно, по каким-то другим причинам, но фактически это, знаете, это двухрядка такая. Ты формально, да, в словах народа, ну а уже продвигаешь идеи евросолидарности и Порошенко, которого подофисные паблики ну, в режиме нон-стоп 24 часа в сутки поливают. Мгм. Значит, Вот выходит такая Путин. Сегодня анонсированы серьезные новости. Вчера тоже было нечто подобное, но вчера ограничились видео, ну там записью посещения штаба, генштаба Герасимова, отчетами. Его там поспешили опровергнуть сегодня уже там украинский генштаб. Тоже такой, знаете, момент. Они-то, конечно, поспешили опровергнуть, но в одном из изданий, швейцарских или немецких, в общем, Гнатов, глава Генштаба, рассказал, что нет ни людей, ни оружия. Короче, ничего нет в ВСУ, и они за этот год так измотались, что просто все, хавайся в жито, понимаете? Ну, то есть, но браво как бы рапортовать, что это все фейки, Герасимов врет. Даже если они что-то приукрашивают, они тоже это делают в понятных целях, по Покровску видно. Да, ну если 10-15% Купинска там, ну, это сути не меняет. С Покровском ну, наш же военный сегодня заявил о том, что Покровск практически потерян. Ну, это же не Герасим. Ну, какая разница 10, если противник контролирует большую часть, это только вопрос времени, когда оставшиеся будут потеряны. И другой вопрос, там, что, чтобы не получилось еще это, как с Мариуполем в Мирнограде, чтобы там не пришлось делать
extraction. Слушайте, ну у меня такое ощущение, что война заканчивается. Прямой эфир сейчас выходит Путин, транслирует заседание Совбеза Российской Федерации. Значит, мирный план по украинскому регулированию обсуждался на Аляске. Путин называет его модернизированным несколько. В ходе переговоров в Анкоридже Россия подтвердила, что, несмотря на сложности, согласна с предложениями США о мирном урегулировании в Украине и готова Россия проявить предлагаемую гибкость. США в ходе обсуждения просили Россию пойти на определенные компромиссы. Появилась новая редакция. Значит, украинская сторона получила текст плана по каналам взаимодействия с американцами. Все партнеры перед саммитом на Аляске поддержали договоренности. США не удается до сих пор заручиться согласием Украины по мирному плану. После переговоров на Аляске со стороны США была пауза, она была связана с отказом Украины, и уже по состоянию на 4 ноября, ну там дальше уже по военной части, Купянск целиком полностью переходит под контроль вооруженных сил Российской Федерации, ну то есть там на 4 ноября это ошибка, ну в общем на сегодняшний день имеется в виду. Смотрите. Значит, Россия готова к мирным переговорам, говорит, все в порядке. Все пункты плана, говорит, на столе, давайте обсуждать. Зеленский тоже говорит, давайте обсуждать. Текст у России есть. Гибкость, которую хочет, чтобы проявила, давайте проявлять. Ну, достижение, собственно, вот этих целей, да, которая задач ставит перед собой Россия, будем мирным путем. То есть смотрите, как все хорошо складывается. Все очень нервные. И вот это обращение отчаяния у Зеленского сегодня, оно читалось за величивыми фразами. Это ведь тоже и поэтому. Да, Кстати, принять. да. Все скажут, что Россия там ничего не добилась из того, что хотела, или, ну, говорит, добьемся, ничего страшного, не военными методами, нормально все будет. И все, и все как бы вот вышел Путин, рассказал членам Совбеза, дальше это все пойдет. Ее не устраивает текущая динамика, значит, ну, то есть ее устраивает текущая динамика военными средствами, но готовы к мирным за столом переговорам. И если такие план Трампа будет акцептирован Украиной, ну, Путину гораздо проще, легче продемонстрировать то, что это победа. Ну, Украина не в НАТО, Украина демилитаризуется. Азовское море стало внутренним морем России, пробит коридор, сухопутный коридор в Крым. Донбасс в составе России признан де-факто, ну, не де-юре, но де-факто. Вот, ну да, конечно, найдутся такие отмороженные зетники, которые будут говорить, почему там надо было до Одессы, до Львова, и до Случая, короче. Вот, а иначе это неполная победа и так далее. То есть это, но я думаю, эти голоса будут быстро заглушены. Как раз таки, потому что Россия победила НАТО и так далее. А вот Зеленскому здесь продать это как все будет выглядеть зрадой, со всеми вытекающими отсюда последствиями, поскольку дальше это, скажем, на таких условиях прекращения войны оно неизбежно вызовет внутриполитические турбуленции. Возможно, тут кто сможет, вопрос в том, кто сможет удержать ситуацию от того, чтобы Владимиру Александровичу не предъявили счет за то, что почему. Мы не раз поднимали вопрос. Если это можно было на куда более почетных условиях ударить по рукам в Стамбуле и остановить войну, то кто должен ответить за сотни тысяч погибших, разваленную плавную экономику и, в конце концов, получение мира на куда более тяжелых для Украины условиях? А подождите, а давайте я вот сейчас... Смотрите, у меня на самом деле есть четкое ощущение, что что все, повоевали. Потому что после вот этого сегодняшнего момента
опять-таки, это не значит, что завтра все там закончится, там это какое-то время. Вашингтон-Пост или кто там из западных говорят, это может месяцы, годы, может год может идти, это все обсуждение, эти все переговоры. То есть никто не питает иллюзий. Но у меня ощущение, что все закончилось. Знаете почему? Потому что, а как после вот этих всех вещей дальше идти воевать? Сейчас, кроме, ну как, кроме продвижений, а это Ямполь, рапорт Минобороны России, и Купянск полностью захвачен. Понятно, что Украина не подтверждает, там свои у них карты, на картах по-другому. Но по сути, смотрите, по сути все понятно. По сути все понятно, что на фронте. И сейчас вот эта вот военная история переключается на варианты обращения с пленными. То есть публикуют, как стреляют сдающихся в плен и с российской стороны, и с украинской стороны. За сегодня только этих видео это выкатывают. Я делаю почему вывод, что все закончилось, ну или заканчивается. Потому что, помните, когда было, по-моему, первое такое самое большое окно после Стамбула 22 года, переговоров, осенью, что ли, и тогда вроде все тоже, вроде все на мази, все хорошо. И это как вот сигнал. В медиа начали вбрасывать вот эти видео. То россияне расстреливают, то украинцы. Ну, короче, вот это все, да? И сейчас вот точно такая же ситуация. Один в один. Это означает, что действительно движения тектонические. Плюс Путин говорит, мы готовы. Давайте обсуждать все планы. Но как по процедуре? Значит, приезжают генералы, дают Зеленскому план. Тот говорит, хорошо, обсуждают этот план с Умеровым, который вернулся и не сбежал. Умеров, Бон и Втик вместе с Будановым, они общаются с американскими военными. С ними тоже говорят. Нормально, поговорили, обсудили. Дальше наработки Украина-США, о которых говорит 24/7 будет заниматься Зеленский. А потом же, по идее, они должны все согласовать. И что, вот это согласованное потом обсуждать с Россией? То есть, получается, последнее слово за Россией будет. Или какая механика? Потому что эти генералы, они там побывали вчера-сегодня, но как-то они не поехали в Москву, а хотя сообщали, когда приезжали, что поедут прямо в Москву. Судя по всему, в Москву может поехать Венс или Рубио. Но задача генерала была привести, как говорится, выложить карты на стол. Они свою миссию выполнили. Он должен вести переговоры, утрясать эти нюансы. Это уже будут, очевидно, делать вице-президент или госсекретарь Соединенных Штатов. Ну, хотя у меня по-прежнему остается скепсис относительно того, что это удастся там, в те сроки, о которых говорят. И на День Благодарения, я думаю, что еще ничего не будет готово. Все будет не быстро. И где-то появилось, по-моему, Wall Street Journal, что переговоры могут вестись и год. Ну, понятно, что переговоры могут вестись год, а через месяц мы потеряем еще и Гуляй-Поле, и там, в Харьковской области еще там населенные пункты под вопросом. Поэтому я уже говорил о том, что позиция Трампа, ну, можно там соглашаться, не соглашаться, но она более чем реалистична. Давайте договоримся отдать то, что вы и так потеряете через военным путем. Ну, а военным, к сожалению, мы видим результат. Пехоты нет, штурмовиков не хватает в этой ситуации, резервов нет. Как бы там ни было, но вот эта стратегия раздергивания резервов, ну, которую использовал Генштаб российской армии, она так или иначе привела к тому результату, когда последние резервы были брошены под Покровск. Результат у нас он клин с Запорожской области, там, Днепропетровск. Не лучше дела обстоят. Перспектива военной прекрасно понимают. И вы уже говорили о том, что оружия нет, боеприпасов нет, и самое главное, людей. А желающих воевать на страницах социальных сетей, там, с телеэкранов комфортных, ну, таких всегда хватит. Но это не заменяет мнение. Ну, слушайте, после вот этого хода вообще, конечно, понятно. Значит, тут два варианта. Или, ну, Зеленскому придется, скажем так,
вопрос, что ему наговорили Мерц, Макрон и Стармер? Вот же в чем самый главный момент. Потому что если эта поддержка, он, конечно, говорит, что она будет сумасшедшая и до конца, заверяет Ну, украинцев. да, Но если это будет не так, если ему в реальности сказали: Володя, ну все, то это будет все. Вот так вот бесславно, вот так вот с такими большими вопросами, потому что, ну смотрите, все же очень быстро. Зеленский говорит: будем работать быстро. Сейчас камень преткновения Украина. И даже Зеленский это вчера в обращении, сегодня в обращении: мы сделаем все, чтобы не допустить, что про Украину говорят, что мы, вся в нас загвоздка. Понимаете? Это же его нарратив. Он это продавливает. Почему? Он это говорит как бы украинцам, которые говорят... Он понимает, что да, что ну, мяч на украинской стороне поля, и, скажем так, петляние демонстрирует о том, что Зеленский является не решением, а частью проблемы. Естественно, это весьма неуютная позиция, которая рискует на себя навлечь гнев Трампа с вполне очевидными материальными и юридическими последствиями в ближайшее время. Поэтому, но петляние продолжится, оно неизбежно. Ну, вот, я не верю, что так возьмет и подпишет, потому что он прекрасно понимает, мы же толком еще не видели политической части. Да, там отсутствуют пункты относительно политзаключенных, там э, по церкви, нет внятной позиции по русскому языку, там официальный статус на оккупированных территориях. То есть трудности перевода, все понятно. Но боюсь, когда будет сделан адекватный перевод, то для отдельных регионов Украины это будет абсолютно неприемлемо, чтобы мы не получили в итоге там Западноукраинскую Народную Республику. Скажем. Мы позволяем в польском сейме. Так погодите, ну, Путин же на Запад не претендует. Судя по этим планам, он вообще не претендует на территориальные такие большие приобретения. Я говорю о том, что это вызовет острейшую внутреннюю турбулентность вот, и с риском скатиться в руины после войны. Почему? Ну, Как раз выход, смотрите, выход к морю есть. Там в этих пунктах Европейский Союз. Я все-таки хочу, чтобы мы немножко не то, что там, ну как, у нас есть где петлять Зеленскому. Плюс деньги дадут. Андрей Владимирович, деньги дадут. Но, Вору дадут деньги, а он с помощью своих, ну, скажем, разбойников сыграет классную роль Али-Бабы, понимаете? И там взял, и тут взял, и так, и вот так, и хорошо. С днем рождения, Али-Баба. это прошло бы в 2022 году, сейчас, боюсь, это уже не пройдет. Ситуация изменилась. И, опять же, электорально, ну, Зеленский для, допустим, избирателей Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской области никогда не был своим. А тут, допустим, с статусом русского языка, с отказом от НАТО, то есть то, что годами вбивалось в мозги, то есть как данность. Это же ересь чистая. Поэтому, вот, казалось бы, такие, чего уж там, ну, проще действительно согласиться, нужнее никаких материальных потерь не несет. Не, как раз вот эта иррациональность, она вот здесь, боюсь, и проявится. Неспособность реально смотреть на окружающий мир. Ну, Как вы считаете, украинское общество готово принять подобный мир? Мы не знаем деталей, понятно, что все будет еще обсуждаться и Зеленским, а потом, я так понимаю, очередь России, и это все потом сведется. Боюсь повториться эта ситуация, когда молчаливое большинство готово все это принять, потому что война вот так, и прекрасно понимает последствия. Но как раз пассионарно активное агрессивное меньшинство может снова заварить такую кашу, которую, дай бог, чтобы мы не поперхнули с фатальными последствиями. Значит, высока вероятность, ну, опять же, 5-7% тех людей, которые
делают погоду. Ведь я напомню, что в 2013 году, если бы там, в ноябре 2013 года, 12 лет тому назад, состоялись президентские выборы, на них бы победил Янукович. Но где оказался Янукович в марте 2014 года, мы тоже знаем. Говорят, что, ну, собственно, видите, история повторяется. Депутат со справкой безуглая говорит, что вот, смотрите, когда-то в 2014 году вышли на Майдан в этот день, а сейчас вот, собственно, опять капитуляция. Могут Зеленского душить митингами «нет капитуляции», или это будет такая картинная, проплаченная самим же Алибабой и его разбойниками история? Вполне, может быть, скорее всего, будет эмуляция, тем более, что близкие к офису политтехнологи любят такие бродилки. Вот, поэтому появление там на некоторых одиозных персон с этими с картонками не капитуляции, ну, вполне вероятно, чтобы показать партнерам, что общество не молчит, оно против такой зрады, но я думаю, что большинство уже готовы, когда каждый день войны это, опять же, и территориальные потери, и гибель людей, и поэтому Значит, ведущий Fox News обратил внимание Трампа на то, что после войны в Украине Путин может напасть на страны Балтии. Тот сказал, он остановится, ему не нужна еще одна война. Говори, что хочешь, но эта война вообще задумывалась как однодневная, идет уже 4 года. Поэтому Балтия, ну, выдыхай. да, давайте посмотрим. Ну, зачем, опять же, ну, тут понятно. Тут остатки промышленности, плодородная земля, полезные ископаемые, та же Запорожская АЭС, это самая крупная в Европе атомная электростанция. И, в конце концов, геополитика. То есть, а Европа, что, ну, предположим, да, там, учитывая довольно компактный состав европейских армий, что-то полезные ископаемые в Европе? Нет. Но 400 миллионов населения, из которых там энное количество загорелых парней, ну, зачем? Зачем такая головная боль? Поэтому, ну, тут, естественно, это становится такой, как БЛМ, то, что вот в отношении еврейского народа, тема мейнстрим, что Путин нападет, но за этим стоят вполне очевидные материальные интересы глобалистского лобби и оружейного лобби. И миллиарды, которые в ближайшее десятилетие будут влиты в европейскую оборонку и вооруженные силы. М, Да, вот с нашим, конечно, ну, этот гениальный визит Владимира Александровича Зеленского во Францию, да, с Макроном на одной волне, макронили. Знаете, как я повторяю уже который раз анекдот из 90-х, когда встречаются два брокера, один продает вагон арматуры, а другой хочет ее купить за миллион. Вот, ударяют по рукам и расходятся. Один искать арматуру, а другой искать миллион. Вот из этой же серии. Несуществующие самолеты за несуществующие деньги. Ну, это повторение истории с Гриппином. Но номер проходит по-прежнему. Вот у нас будут французские Рафали. Стоп. А что с Гриппинами уже что? Проехали? Что САП уже удвоил годовой выпуск этих машин? Нет. Вот это как раз символическое, доминирование символического над реальным. Конкретный пример. Но а, на фронте Смотрите, ну опять-таки, символическое, реальное, но насколько готова Европа поддерживать Украину? Ведь на словах готово, на уровне действий, ну, мы видим вот, общий котел на оружие Украине. Ну, да, еще подкинули еще 500 миллиона, 2,5 миллиарда. Говорится, воюйте и ни в чем себе не отказывайте. Ну, смешно. Но нам не смешно. Андрей Владимирович, а чего вы такой грустный? Война же заканчивается. Знаете, пессимист – это хорошо информированный реалист.
или оптимист. Война заканчивается, ну, знаете, можно же даже и выиграть войну, но проиграть мир. Да Потому какая что разница? Смотрите, война заканчивается, там, скоро, через 100 дней выборы, политтехнологи будут нужны в мне не части. нужно, я боюсь, что уже у нас, знаете, коллеги будут за бутерброд работать. Если в 90-е можно было там, как говорится, на хлеб с икрой легко срубить, и ну, а нулевые вообще поднимали безумные деньги некоторые коллеги, то сейчас в условиях безденежья все хотят, ну, потенциальные наши соискатели депутатских мандатов и шаровики затеять. Нет, погодите, а почему безденежье? Ну, давайте откровенно. Ну, Ну, денег, ну, третий штурмовой, да, третьего армейского корпуса деньги есть. Ну, так там, денег куча. Смотрите, сколько накрали за эти 4 года. Это же нам все говорят, что это там песчинка, эти 100 лимонов да, у да. Миндича. У каждого есть свой этот дроновый свечной заводик. Все эти Да. откатики пилят. Вот выходит сегодня этот начальник. Я не первый раз это слышу. Я понял, о чем. Я не Начальник первый раз. Firepoint выходит. Понимаете? Вот смотрите, тоже идет все к тому, что, ну, короче, Украину взяли в оборот американцы. Конкретно. Кстати, по поводу вот этих всех там, ну, это же мы в прямом эфире не слушали лично своими ушами, мы так по пересказам заявлений Путина, он объясняет, что с Россией американцы не говорили, потому что не могут найти пока с Украиной общий язык. То есть мы правы, что сначала надо Украину сесть, усадить, подписать, а потом Прийти уже к какой-то константе, да, да, а потом пониманию. придут к россиянам, и там уже будет новый раунд. То есть двухэтажные переговоры. Это все. Мы поняли теперь логику. Окей. Ну вот вы же видите как. Ну, вот сейчас закончится все. Да? Повылазят все. Firepoint, вот вышел начальник на фоне этого всего ужаса, говорит, слушайте, так массу, как пирожки, будем фламиндичек клепать, они будут лететь, всех бомбить. Мосейчук, которая Наталка, Да. говорит, да, да. Они уже, эти крылатые ракеты по 3 штуки в день, и уже собираются баллистические строить. Ну, знаете, ну, когда фирма, занимавшаяся поиском локаций для съемок сериалов, там, ну, в которой человек 15 работало, ну, я боюсь, что после вот этой истории с Минничем у них будут проблемы со строительством завода в Дании, там, датчане, как северные европейцы, они чутко, чутки к новостям относительно коррупции. И да, там как раз на Фламинго собирались и из немецких фондов, возникнут проблемы 100%. И плюс вот эти все жучки, ну, их через электоральный цикл, их бабло начнет вылазить. Возможно, там, через там, лет 5 оно пойдет вбрасываться в политику. А сейчас они как мышки там по норкам, чтобы там криптомиллионы не вылезли на свет Божий, не дай бог. То есть, сейчас они будут осторожничать. Если и будут покупать, то будут покупать скорее места, если выборы будут там, по пропорционалке. Вот. А рубиться на мажоритарных округах, ну, Ой, ну, то есть, скажем так, вы думаете, мне почему-то кажется, что нет. Будут очень богатые выборы с большими, скажем так, да, оборотами. Вряд ли за пирожок или там за кусок хлеба будут работать на этих выборах. я вижу тенденцию. Я вижу там, кто за что и почем уже сейчас. Ну, откуда, ну, к сожалению, вот базис, финансовая база, ну, на которой стояла украинская политика, он подкошен. Ну, в лучшем случае осталась там половинка, переполовина. Поэтому все будет быстро и скромно. А когда быстро, все происходит быстро, ну, деньги можно украсть, но нормально, эффективно их использовать на избирательную кампанию невозможно. То есть украсть, ну, это у нас нормально была норма, 30%, как и с бюджетными подрядами. Как минимум 30% оседало там внутри команды на разных этажах. Как вы думаете, каким образом Россия будет участвовать в этих выборах?
Ну, прямо не, вряд ли, но будет, естественно, пытаться выйти на украинскую мечту. Запустить здесь аналог грузинской мечты. А есть Но это шанс вообще? Вот как вы думаете? Смотрите, потому что есть такое, м, ну вот до вот этой турбулентности, которая до сегодняшнего дня, вчерашнего, сегодняшнего, казалось, что в Украине будут соревноваться партии, кто будет лучше воевать. Ну, в будущем. Кто будет да. дальше отвоевывать, кто будет потужным, строить новый Израиль. Да, не дадут, например, территории отвоевывать, нельзя будет. Ну, допустим. Но, тем не Да. менее, будем готовиться, как Азербайджан, сидеть и ждать 30 лет, когда потом как можно нанести этот болезненный удар. Но после сегодняшних, например, слов Трампа, который говорит, вы знаете, всегда мои дедлайны переносились, но этот дедлайн будет в следующий четверг. Да и вообще Венс, который сегодня тоже разговаривал с Зеленским, он же говорит, слушайте, украинцы, я вообще поражаюсь. Знаете, вот был такой Михаил Задорнов, он вообще построил свой юмор на вот этих американцах, которые тупые. Ну, он уже его не стало, это как бы старая все реприза еще там 90-х, нулевых. Он говорит, ну, тупые. Так они не тупые, они наивные. Выходит Венс и говорит, украинцы, россияне, так вам лучше же торговать. Вы чего? Зачем воевать? Ну, Торгуйте. да. Ну, Венс это ж хили-били, это жители глубинки. Ну, почти что Рагуль по нашему. Ну, наивный, да. Может, ну, прямолинейный, как нас назовут, да. Но появление тех, кто будет говорить, будет артикулировать нормализацию отношений с Россией, там, ближайшие полгода, вот, ну, это маловероятный сценарий. Другое дело то, что будут выходить те, кто будет говорить о экономическом прагматизме, о том, что надо торговать по всем направлениям, в том числе и с Россией, но им тоже будут клеить ярлык там, кремлевской кукушки, агента, ведь и, как и на вчерашнем Курултае с зеленинцами Владимир Александрович там тут же, те, кто будет говорить о коррупции, те работают на Кремль. Все. Универсальная отмазка. А значит, ими должен заняться Малюк с его командой. Все просто. Поэтому, как в этих условиях появления, ну, скажем, той силы, о которой вы говорите, представляется весьма проблематичным. Все, уже, как говорится, кружка реконструкторов «Жизнь за царя» в украинской политике на манер Медведчуковской части, я даже пока не передвинется. Да, ну, в общем-то, скажем так, в любом случае шанс на мир есть, есть, но Не отрицаю, но реализовать его будет ой, как непросто. с другой стороны, а что сложного? Ну, вот так, если разобраться. Я сегодня видел видео, где украинский боец сдается в плен россиянам. Он один остался на позиции, снял с себя все, показывает руки, его дроном выводят. Это уже давно показывают такие, скажем, кадры. Ну, взяли и вывели, да. А хлопец молодой. Молодой. Ну, то есть, не такой прям зеленый-зеленый, ну, просто молодой. Ну, до 30 точно. То есть, и он хочет жить. Он на этой войне в любом случае там зубы потерял, там вот это все, здоровье. Но у него же-то впереди жизнь. Понимаете, вот когда мы вот это вот анализируем, вот я слушал эту пламенную речь сегодняшнего президента на продленке Зеленского, который вспоминал, как было в 22 году, который говорил о том, что ко мне приносили разные планы, там всякие, а сейчас они там в тюрьмах на обмен пошли, вот это вот все, да, намекая. Тогда же никто не думал, что и как это все будет происходить. Но самое главное, тогда никто не думал, что Зеленский возьмет, что Зеленский нечист на руку. Он вчера слугам говорил, что и сегодня там прошло заявление, ну вот это, что это все было за моей спиной. За моей спиной. А руки твои где были? А я не в теме и не в доле. Ну, свежо предание, но верится с трудом. И большинство украинцев не поверит. Я просто напомню, с чего начался электоральное крушение Порошенко с вояжа на Мальдивы, с Мальдивского отдыха. Кажется, мелочь, но
с его таким ура-патриотическим образом, армия, мова, вера, ну, профессионально слепленная, как говорится, концепция, но, тем не менее, вот, не легло, разорвало на куски этот образ. И после этого он уже покатился. Дальше дело Свинарчукова уже добилось контрольной высадки. Вот так и дело Миндича, ну, коррупция в условиях войны на крови. Вы там воюете, а проливаете кровь, отдавайте жизни, а мы будем тырить миллион. Это сильнейший деморализующий фактор для вооруженных сил в том числе. Какой смысл? Кстати, большевики активно педалировали и не без успеха. Вот в 17 году там, штык в землю, то есть в плане разложения бывшей российской императорской армии. Там, буржуины наживают миллион, а вы там кормите вшей в окопах и так далее. Это был один из тех моментов, с которых начался развал фронта. Поэтому фактор вот этого дела Миндича, как оно может повлиять на настроение вооруженных сил, не стоит недооценивать. Увы, но да, будут по-прежнему вбрасывать вот эту версию о том, что это заговор Путина и Трампа, чтобы нашего Вовочку загнать на синий лес. Но, знаете, так не будьте контент-мейкерами сегодня. Контент тут чей? Явно не Мосфильма. Да, друзья, давайте подведем итоги нашего вопроса, перейдем к вопросам для Андрея Владимировича из интернетов, так сказать, и чата трансляции. Значит, чего вы ждете в ближайшие недели? Вот люди чего ждут? 12% падения режима и бегства Зеленского. 14% Зеленский все подпишет и будет конец войне. Ну, то есть, как Трамп взял темп, он сегодня его поддержал, говорит, я санкции веду против России. Ух, какие санкции, вообще ничего по нефтянке ослаблять не буду. Вот такой грозный, да? Но параллельно говорит, четверг, Зеленский, четверг. Это чтобы он не расслаблялся, чтобы он загоняют, его загоняют Зеленского. Тоннель, ни вправо, ни влево тут уже. Значит, 27% обвала фронта ждут, потому что на фронте события скверные. И 47% говорят, что будут точно закручивание гаек и эскалации везде. Ну, то есть будут бить по энергообъектам, будут на фронте, там, будут бить, отвечать, вот эти все удары, размены, всех будут сажать, кто открывал рот против или знает, что Миндич это Карлсон, Ермак, Али-Баба, ну и так далее, да, то это там Чернышов, Че Гевара, то это раскачивали лодку, их надо в кутузку, потому что они русские агенты. Знаете, но посмотрим, это были слова, вчера были слова, посмотрим, будут ли действия по отношению к НАБУ, по отношению к тем, кто говорит о коррупции. Если не будет, ну, все увидят, что король то голый. А еще не увидели? Ну, не увидим, пока еще не увидим, пока еще боятся. Ну, и тем более, знаете, хватает, мне там начали в личку писать, что там, Шелест, Зрадник, там, набежали боты. Рука уже устала шлепать. Я чищу ботов с той и с другой стороны. Ну, у меня на канале там не место, пропагандистам не место. Тем более там политическим шам, работающим там за кусочек хлеба. Но тема есть. Зрадник и так далее. Поэтому я думаю, какой-то период обострения, вот, к началу декабря, я думаю, мы помочь в этом плане. Уже вроде бы санкции уже на всех, кого можно было, только наложили, там и уголовные дела открывали, но что-то будет, я думаю, еще. Значит, перейдем к вопросам. Интересные вопросы, разноплановые. Вот давайте. Алена задает вопрос. У меня тяжелый вопрос. Предисловие. В русском характере долго молчать, помнить, но не напоминать скопилось много страшных кадров. От завода Ильича в Мариуполе, как бабушка катила деда-инвалида, сбила пулей в спину, дед пополз,
к нашим под вашими с пулями, азовцев, имитирующих чеченцев с козой в ночном лесу, деток на ветках Курской области, за некоторых в плен, в общем, короче, уже взяв в плен, не стали брать, короче, выполняли. В общем, телефон посмотрели, деток и все. Так вот, накопилась такая тяжесть, что мы уже молча простить не сумеем, как гитлеровцев. Это не ненависть, это не новое имя, пустое имя. Отсюда вопрос, как жить с этим пустым именем рядом с нами? Мы дадим волю мусульманам, и они раскатают экономически в серый блин. Вас. Это, я так понимаю, россиянка пишет с очень тяжелым ощущением о завершении войны. Ну, я же сказал, там тоже будет хватать тех, кто будет не удовлетворен, скажем, неполно и не безоговорочно. Но это да, к сожалению, те реки крови, которые пролиты и с той, и с другой стороны, они это кажется, перебросить через них мостик будет архисложно. Ведь я помню 22 год, март месяц. Ну, вокруг не было никаких азовцев. Ну, что украинцы сделали тем же представителям там, дальневосточных, тем же бурятам. Там бригада стояла из дальневосточного захолустья в блокпост вот на трассе Киев-Чоп, там, где заправка БРСМ. Ну, шмаляли по гражданским машинам. Воочию видел. Были и погибшие дети там. Никаких азовцев там. Там вблизи, это уже ближе к Ирпеню, там, да, там были украинские позиции. Да, там в районе, ну, это дальше несколько километров. А так, ну, и тоже масса людей, у которых счет к россиянам. Поэтому, так или иначе, это за один год не пройдет. Да, это на годы вперед. Да, ну и история знает примеры, сколько раз воевала Франция и Германия в 19 в 20 веке. Но, тем не менее, сегодня фактически границы между этими странами. Александр, как вы считаете, зачем некоторым европейским странам с учетом реалий поддерживать Зеленского любой ценой, когда США четко обозначили свою позицию? Что здесь стоит на кону для Германии, Франции и Британии? Ну, мне кажется, что здесь не столько интересы стран, сколько интересы вот этого глоб-интерна, за который маячат BlackRock, Vanguard и так далее. Интересы Германии, как раз интересы Германии в активном, как бы там ни было, Россия была ключевым торгово-экономическим партнером. Практически на германских компрессорах Siemens вся газовая отрасль. В интересах Германии был дешевый энергоноситель из России. Сегодня мы видим ситуацию довольно печальную для германской экономики, и это неизбежно отразится и на социальной сфере. Я думаю, в ближайшие год-два резко сократят социальные пособия. Это ощутят и те украинцы, которые получили временное убежище в Германии. Кого-то после прекращения войны вполне могут большинство из них попросить уехать назад. Ну, в Соединенных Штатах уже там у Трампа резвятся там многие те, кто U4U, вот эта программа, которая была принята при Байдене, ну и стали получать уведомления о депортации. И уже первую партию там через Шегини привезли украинцев из Соединенных Штатов. Поэтому глобальный интернационал глобалистов, он будет требовать продолжения войны, но, к сожалению, расчет на что? На то, чтобы тянуть время и пересидеть Трамп. Ну, мне кажется, что пересидеть это изначально проигрышная затея. Другой момент в том, что в случае после ухода Трампа, возможно, вот эти тенденции, ну, будет как определенная реинкарнация вот этих идей. Да, тогда в Европе, возможно, можно ожидать чего угодно вот, с их стороны. Но пока они да, будут рассказывать о том, что мы вместе и до конца, но и возможности оказать финансовую и военную помощь, которая бы обеспечила возможности Украины для продолжения войны, у них нет.
Виталий, добрый вечер. Вопрос. Холокост стал знаменем и щитом для евреев. Билем было взято для того же на вооружение афроамериканцами. Как вы полагаете, какая идея или событие может нести подобные функции для укра-европейцев? Заранее спасибо за ответ. Ну, я думаю, что идеи реванша никуда не денутся, будут на каких бы условиях не закончилась эта война, то есть реваншистов будет хватать. Одвечный ворог, відібрав Донбас та Крим і так далі, нав'язав позорні угоды, это будет. Это будет. И вот, естественно, образ пострадавших, но продаваться это будет уже. Да, 22 год это был пик, но сработали довольно бездарно, в том числе через дегуманизацию россиян, там, где даже хороших русских умудрились обидеть. Ну, я думаю, что что-то будет в этом духе. Ну, с БЛМ видите, что любое действие порождает противодействие. Ход маятника в одну сторону привел в итоге и к тому, что сегодня Трамп движет ситуацию в совершенно ином направлении. Мы видим ситуацию с победой, усилением правых политических сил в Европе, урбанизацией Восточной Европы. Поэтому для Украины перспектив того, что появится какая-то мощная идея, которая будет глобально восприниматься как там Free Palestine, нет, этого не получится. Здравствуйте, Людмила. Вчера на фракции «Слуг» Зеленский, на пленках Минтича называют его «портрет». На вопрос, почему такая ситуация, на фронте ответил: союзники недостаточно дают денег и оружия, а наш народ не хочет воевать. Андрей, вы согласны с ним или нет? И какой ваш план достойного мира? Ну, кто всрался навистка, знаете, как в народе говорят. Вот, всегда ж я хотел, но мне не дали. Но то, с чего я начинал. Во-первых, подмена реальных действий символическими жестами, утрата связи с реальностью и вера, как говорится, магическое мышление. Во всем этом воочию убедились. И если у нас получается такой негативный, плохой результат войны, во многом, как говорится, результат неэффективного управления. И в конце концов, все еще и тема казнократства и воровства добавилась. Ну, понятно, что святое дело перевести стрелки на кого-то. И дальше будут рассказывать о том, что вот партнеры, там, другие реваншисты будут рассказывать, что вот мы бы устояли, но политики всадили нож в спину и так далее. Ну, где-то в одной стране Европы мы уже что-то подобное слышали. Чем все это закончилось? Хорошо знаем. Поэтому неизбежно вот в этой ситуации, когда политик находится на грани, говорится, перед кассой, выражаясь словами Игоря Валерьевича Коломойского, он склонен искать причины своих проблем во внешних ключах. Мирослав, здравствуйте. После прекращения войны бусификация прекратится сразу или для чего-то продолжат людоловство? Военкомы разбегутся, как вы думаете? Спасибо. Военкомы разбегутся, это вопрос времени, но какой-то момент, там ничего вот в этих 28 пунктах ничего не сказано про отмену военного положения. Военное положение может быть еще какое-то время сохранено, и, соответственно, и бусификация. Какое-то время, но не продолжительно. Ну уж точно, скажем так, прыти у вот этих полицаев и ЦКшников будет намного меньше. То есть, я думаю, как раз вот, и, соответственно, и коррупционная лента упадет кратно, и в этом я более чем убежден. Поэтому, ведь я не раз говорил о том, что и многие ждут, вот закончится война, откроют. Мне кажется, что наши партнеры попросят нас еще, наше руководство, чтобы еще полгода граница была как минимум на замке, чтобы ликующий народ, рванувший в Европу, не снес шлагбаум пограничных свобод.
Вопрос такой, какое видение будущего транслируют своим гражданам власти Украины? Я не понимаю. Раньше было просто. Победа над Россией, возврат к границам 91-го и вступаем в НАТО. А что сейчас? Павел спрашивает. Ну, действительно, правильный вопрос. Другой момент, вот обратите внимание, вот весь вот этот кастинг потенциально возможных соискателей Едманской булавы, вот Залужного и Добуданова, никто даже и не заикнулся то есть, за какие шиши жить будет, за какие шиши будет существовать государство. Я даже не говорю про там, выполнение социальных обязательств, там, медицину, образование, пенсии, банально содержать вот эту даже ораву чиновников нынешних. То есть никто двух слов не смог сказать, как перезагрузить экономику. Что? Минус металлургия, минус машиностроение, минус химическая промышленность. Дальше. То есть с чего? С каких шишей? Что? Будем рассчитывать, что Запад и дальше нам будет помогать, что сюда пойдут миллионы, но чтобы сюда пошли инвестиции и серьезные деньги, ну, надо хотя бы какой-то элементарный порядок, что ли. А тут на фоне вот этих новостей, на фоне того, что крадут сотнями миллионов, ну, я думаю, очереди из желающих инвестировать в Украину не будет. Пока здесь более-не-менее не установится какой-то нормальный, понятно, чтобы люди увидели, что существуют простые, понятные, соблюдаемые всеми правилами. Как это? Человек с бульвара Капуцинов. Джентльмены. Да? Коррупция погубит эту страну. Ну, до сих пор как-то. Дело не в коррупции, это у нас, знаете, вот ритуальная мантра. Все клянутся в борьбе, обещают бороться с коррупцией, но как только приходят, тут же пользуются всеми возможностями. И э, нас протестуют не против коррупции, а против своего неучастия в коррупции. Южная Корея там даже в годы, когда случилось южнокорейское экономическое чудо, и там чоболы росли как на дрожжах, тот же Hyundai, Samsung, у них 10% закладывали на продвижение сделок. По сути, коррупционные деньги. Там президенты жизнь самоубийством заканчивают из-за того, что их в очередной раз ловят на коррупции. Там досидеть президенту невозможно. Коррупция там существует, но это не мешает экономическому развитию. Ну, по крайней мере, загнать ее в какие-то разумные рамки. Но уж точно, чтобы зарабатывали, чтобы брали свое с прибыли, а не крали на убытках. Вот то, что мы видели по Энергатуму, это явно крались. Андрей, Мгм. выход только один. Принимать новую конституцию. Или вы видите Ну, иной путь? Благодарю. Всем ну, добра. это один из элементов. Но сама по себе ну, Конституцию могут написать за неделю-две. То есть было важно закрыть людей, понимающих, как формулируются правовые нормы, то есть в помещении исключить любое внешнее влияние, потому что появятся лоббисты. Я помню, как Конституция 96 года принималась. Она, по сути, неплохой документ. То есть язык не повернется сказать, что ну, это результат компромисса. Нормально. Но проблема в том, что она у нас не соблюдается априори. То есть очень многие пункты из этой Конституции уже превратились, знаете, они просто экономически их невозможно выполнить. Ну, тоже бесплатная, доступная медицина. Ну, называется. Ну, поэтому Конституцию придется переписывать, и, судя по всему, ну, вот, через, не знаю, как, конституанты, Конституционную ассамблею, это дело техники, но вот, сделать государство РЗ перезагрузку, по сути, переоснование. То есть, ну, так или иначе, нам с этим придется столкнуться. Мгм. А не получится ли так, Максим Майер спрашивает, что после того, как Россия была обманута и по расширению НАТО, и по Минским договоренностям, Россия не начнет действовать по принципу, а теперь наша очередь давать обещания. Это уже чат трансляции. Мгм. Ну, ну, политика это такое, знаете, как цинично в 90-е годы говорили будущие наши олигархи. Без лоха и жизнь плоха. И последнее, знаете, говорится,
Не верь слезам проститутки, не верь улыбке прокурора, не верь словам политика. И в том числе и даже то, что зафиксировано на бумаге, зачастую оно находятся другие ну, не глупые же люди работают на том, чтобы, как говорится, интерпретировать так, что вот вы не соблюдаете, ваша вина. Вот, ну, и где гарантия, даже если принцип неприменения сил будет юридически закреплен в этих договорах, ну, вполне возможно, что спустя некоторое время появится искушение там доделать, ну, как говорится, закрыть гештальт. Мгм. Так, следующий вопрос. Э, Каким аргументом прибегнут стороны, чтобы не подписывать мирное соглашение? Ну, у нас универсальные же, помните, что у нас было там, когда вроде бы акцептировал формулу Штайнмайера, что это ни капитуляция, ни изради и так далее. То есть обычно, ну, ссылаются на народ, но тут не тот случай. То есть этот номер повторить уже не удастся. Ну, как Мгм. правило, армия, вот, войско взбунтовалось, ну, что-то могут в этом духе, но я не думаю, что сейчас будет такая свобода рук, чтобы так широко петлять. Эти возможности будут резать материальными и правовыми инструментами. Значит, да, друзья, всем большое спасибо за то, что побывали на нашем прямом эфире. Я с вами не прощаюсь, увидимся через там 45 минут, да, где-то пошумим немного. Андрей Владимирович, благодарю за время и мысли. Всего доброго. Друзья, берегите себя, наблюдаем за всем, что происходит. Конечно, я думаю, что это не конец. Вот все говорят, Миндич там, дело... Это не конец, да, это не конец. Начало, это еще не начало конца. Так вот здесь тоже начало. Вот сейчас мы начинаем вот эту историю, и начало достаточно яркое. Главное, чтобы Трамп не спрыгнул по поводу своих дедлайнов. Ну и, конечно, собственно, дожали. Вообще, американцы поняли, по-другому не получится. Надо сначала иметь, как это, Гениталии в косяк, да, зажать, и тогда клиент становится договороспособным. ну, я вообще этим таким красноречивым жестом другое показываю, типа ручку. Надо иметь мокрые подписи, мокрые чернила на бумаге, зафиксировать, а потом уже дальше пускай говорит, что хочет, там, обставляет, что хочет, и идти с конкретно подписанным уже к Путину. Потому что Путин требует конкретно подписанного. Ну, тут еще одна интрига. Устроят ли его подписи Зеленского? Где интрига? Он же вчера, как говорит, на встречах там с военными, говорит, ОПГ на золотых горшках. И трудно с ним не согласиться. При всей, конечно, там любви, не любви, у кого как. Ну, я же говорил, что контент-мейкеры все-таки. То, что это Владимир Александрович, что товарищи делать, научились еще когда работали в России над «Сватами», там, прочими сериалами. Наполеон Ижевский. Да, друзья, всем добра и света во всех смыслах этого слова. Будем верить Свириденко. Она сегодня собрала там энергетиков, представителей местной власти. Говорит, включайте свет. Эти говорят, да, включим. Ну, до следующих, наверное, атак, до следующих прилетов, вроде, говорят, должно быть полегче. Поэтому берегите себя и друг друга. Увидимся.